Друзья, всем привет! Вы на канале Счастье есть. С вами я, Олеся. За кадром у нас сегодня Андрей. Всех приветствую. И есть мы сегодня с вами будем имбирные печеньки. Перед тем, как их есть, мы их приготовим. Давайте сделаем это. Итак, Андрей, показывай ингредиенты. Так, что нам понадобится? 3 стакана муки. У меня здесь просеянная мука. И я добавила сразу щепотку соли. Пол-стакана сахара. Сегодня я буду в частях вам говорить, не в граммах, не в литрах, а в частях. Вот за часть у нас будет стакан. Так, треть стакан растительного масла. У меня горчичное масло. Горчичное масло просто прекрасно в выпечке. 1 чайная ложка разрыхлителя. И вот самое главное. Имбирь, молотый имбирь. 1 столовая ложка с горкой. 3 столовые ложки какао-порошок. И буквально чуть-чуть ванилин. У нас даже такое получится имбирно-шоколадное печенье. Так, я начну с того, что включу духовку на 180 градусов разогреваться, потому что... забыла сказать, вот ты молодец, показываешь. Вода 225 миллилитров. Все, поехали. Все делается очень быстро и просто. Ну что, собственно, просто смешиваем для начала все сухие ингредиенты. И перемешиваем. Так, хорошо все перемешаем. Печеньки постные, как вы видите, с простых ингредиентов. Очень хорошо. Такое, я бы даже, знаете, сказала, новогоднее печенье. Не обязательно на Новый год или в любое время. Даже хочется чего-нибудь такого вкусненького к чаю. Как вариант такого печенья. Так, все перемешали. И теперь добавляем жидкие ингредиенты. Масло. И вода. Теперь нам остается все это очень тщательно и хорошо замесить. Чем мы сейчас и будем заниматься. Сначала замешиваю лопаточкой, потом буду уже домешивать руками. Так, ну вот уже лопаточку я отставила в сторону и замешиваю руками. Давай. Выяснилось, что лопаточек-то не так просто размесить все. Андрей, вообще, ты знаешь, Хорошо. надо нам с тобой вот на такие моменты меняться местами. Потому что работа, конечно... Не только для пальчиков, но и для опорно-двигательного аппарата системы. Нормально. Дыхание. Тоже. Полезно заниматься кулинарными приготовлениями различными. В частности, вот десерт замешиваем. Тесто. Я так понимаю, что это не так просто. Но надо. А ты попробуй как-нибудь. Должна уметь все. Я считаю. Вранье это! Друзья мои, тесто замесила. Вот такое оно получается. Колобок. Довольно упругое тесто. И самое сложное позади. Самое сложное в этом рецепте — это вымесить тесто. Долго я его вымешивала, но ничего. Что, как говорится, красота требует некоторых усилий. Так, теперь мы возьмем пленочку, пищевую.
обернем наш колобок. Что-то я не могу хватить. Вообще я хочу сказать, что к процессу вымешивания теста можно привлекать мужскую часть населения вашего дома. Да, Андрей? Я думаю, что процесс должен Как от ты начала до считаешь? конца одним человеком происходить изготовление теста, будь то или еще каких-нибудь заготовок кухонных. Все человек готовит, вкладывает душу, энергию свою, физические это да. усилия, все до конца. Потом нужно будет довести до полной кондиции и, соответственно, убрать тоже. Должен сделать тот человек, который готовит. Посуду вымыть. Так, прерву твой спич пламенный. Смотрите, видите, у нас какое, кстати, оно получилось красивое, шоколадное. Ой, чудо. Так, теперь мы это тесто убираем на 20 минут в холодильник. Так, дорогие мои, наше тесто подошло, оно провело в холодильнике 20 минут. Мне оно очень нравится. Сейчас мы с ним будем работать. Но для начала я хочу смазать маслицем противень. У меня что-то в этот раз не очень удачная бумага для выпечки. И, в принципе, может прилипать. И так чуть-чуть смажем маслицем. Так уж, для уверенности. Да, Андрей? Ну, конечно, Ты ждешь печенюшки? с нетерпением. Конечно. Так, ну вот смазали. В сторонку. У нас приготовление идет полным ходом другой еды. Наш шеф-повар нас будет сегодня баловать. Так, подпылю стол мукой. Шоколадный такой, шоколадно-имбирный. Запах. Вот, оно просто идеальное, такое, как увы, пластилин. Сейчас мы будем тесто раскатывать. Зачем ты поставил сюда? Сверху посыпать, чтобы скалки не прилипало. Ну, так она не будет прилипать к скалке. Ты чего, он уже маслянистый. Так, ну вот, теперь наша задача раскатать его до толщины примерно сантиметр. А вот раскатываю. Очень хорошее тесто, так приятно работать. Так, ну что у нас? Оно, кстати, имейте в виду, оно приподнимутся, эти печенюшки. Так, ну я думаю, вот так мы остановимся на этом. Так, Андрей, сколько тут примерно получается? Ну, поменьше сантиметра, да? 1,5. Если раскатать вот это вот ближе ко мне, то будет сантиметр. Нормально, Да давай. это тебе в камеру так кажется. Ну хорошо. Ну вот, дорогие наши зрители, повара. Так, и теперь, что мы подкатаем. Всем деле просто приятно этим заниматься. Продолжаем. Так, ну вот, тесто мы раскатали. И теперь что мы будем делать? У меня есть вот такие вот формочки. Вот фигурные. Видите, кролик, елочка очень актуальна. Звездочка, коровка, зайчик, цветочек, бабочка. Тоже берите формочки, какие у вас есть. Если у вас формочек нету, это совершенно не повод отказываться от такого замечательного печенья. Берете просто стаканчик кругленьким. Вот у вас просто кругленькие печенюшки. Ну а почему нет-то? Хороший вариант. Так, зовите теперь, у кого есть детки маленькие, зовите детей, они с удовольствием вам будут помогать. Потому что это очень интересно для них будет занятие вот такие вот делать печенье. Ну,
Вот так чуть-чуть надавливаем. Чуть-чуть вот так вот. И вот такая толщина. Все, первый пошел. И укладываем на противень. Так, теперь я хочу сделать звездочку. Надавливаем. Чуть-чуть вот так привозим. И выкладываем. Чуть-чуть здесь не страшно. А я сделаю бегемотик. Давай. Это, тебе кажется, это бегемотик, но это коровка. Вот видите, у нас детки уже подросли, и поэтому мне на помощь пришел Андрей. Вот так. Так, что у нас еще? Зайчик, да? Острая сторона вот у нас. Таким образом мы делаем все печеньки, складываем их. Катаем. Ну вот, вырезали печенюшки. Теперь мы берем тесто, чуть-чуть его подмесим. Теста довольно много осталось еще. Ну и, собственно, всю процедуру повторяем, раскатываем и вырезаем печеньки. Формочками, стаканчик. Так, практически я заполнила весь противень печенюшками. Так, ну вот, сделали печеньки. Теперь отправляю печеньки в духовку. Напоминаю, 180 градусов, вверх-вниз, примерно на 10-15 минут. Будем пробовать зубочисткой. Ну вот, друзья, наши печеньки провели в духовке 15 минут. Они полностью готовы. Вот такая прелесть получилась. Видите, горячие. Сейчас я хочу сказать, просто невероятный аромат какао с имбирем. Да, Андрей, чувствуешь? Чувствую. И имбирек, и какао. А то, конечно. Очень вкусно. Так, ну что, сейчас мы их оставим остывать. Я заложу следующую партию, я наделала. Примерно столько же получилось. Они остынут, мы их чуть-чуть украсим и будем пробовать. Это не входило в план. Друзья, по какой-то неожиданной технической причине оконцовка видео не записалась. Тем не менее, я все равно очень хотела поделиться с вами рецептом этих замечательных печенек, поэтому ролику быть. Ну а печеньки получились вот такие симпатичные, очень вкусные. Когда они остыли, я их посыпала сахарной пудрой. Надеюсь, вы их приготовите и они вам понравятся. А если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, буду благодарна. Ну что, готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом. Будьте счастливы и до новых встреч. Пока!